Всем привет! Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы в теплице, и я решила ответить сегодня на ваши вопросы по молоку. После того, когда мы про эликсир здоровья, от подкормки корневой рассказали в наших видео, было много различных сообщений, вопросов. Я собрала это все снова вместе и хочу ответить на эти вопросы. Но по поводу молока, как мы используем. Кто-то пишет, что надо литр обязательно, кто-то возмущается, что я неправильно даю дозу, а я хочу напомнить, что я на 10 литров воды использую 300 миллилитров свежего молока. Именно свежего, здесь живые бактерии, молочно-кислые бактерии, здесь все вещества живые. У нас бывает иногда продается обезжиренное молоко, но в основном там, где я знаю, что животные здоровые должны быть, это тоже учтите. Там, где животные здоровые, вот там я у этих хозяев знаю, что у них и не купленные, не справки, все у них четко. Я была у них дома, и ферму эту видела, и знаю этих людей, у них очень хорошее качественное молоко от здоровых коров. Здоровые хозяева. Вот это очень важно. И молоко, но они продают цельное молоко, и я покупаю это цельное молоко. Почему сегодня вот такая важная тема, и почему я хочу акцентировать внимание? Литр это много. И еще, как часто? Литр, тем более если поливать, там кто-то рекомендует, пишет мне, что использует, допустим, каждые 2 недели по литру молока. Я вам хочу привести пример собственного опыта. У нас 13 лет была корова. Вот. И получилось автоматически вот такой очень интересный опыт. Было несколько растений, у меня открытый грунт. И в одном месте я просто каждый день мыла ведро после того, когда молоко процедила. И вот эту водичку с молоком поливала под растения. У меня были томаты, были тыквы. И получилось, что там, где я поливала каждый день, через время почва вокруг самого растения закисла. И само растение стало желтеть и, естественно, стало погибать. Оно погибло. А там, где я поливала несколько раз всего, там, раз в неделю где-то, раз в 10 дней, у меня получились очень хорошие здоровые растения и урожай прекрасный. Ну а где много, как-то я вылила много молока, и несколько раз, и даже, кстати, и кислое молоко получалось, там простокваша, мои растения тоже погибли. Почему? Там тоже получилось простокваша, кислое молоко. И когда я стала выкапывать вот эту землю, которая находилась вокруг растения, получилось, что оно как клейкое такое, как пластилин земля. Поэтому уже именно опыт мой подсказал вот эту дозу, вот эту норму внесения под растение. И вот после того, когда я высаживаю рассадные растения, огурцы, томаты, баклажаны, перцы, вот они у меня в теплице растут, я им обязательно даю по 3 литра, то есть на 10 литров у меня идет 250-300 миллилитров. Стакан, чуть больше стакана у меня вот такая норма. Это как я там покупаю, но вот как получается. Потому что у моей хозяйки очень сложно застать молоко, у нее очень быстро разбирают качественное, хорошее молоко. Так вот, до 300 миллилитров на 10 литров воды. И получается, что у меня на 3 растения, получается, хватает вот этого ведра воды полив. И теперь сколько раз надо поливать? Так вот, я поливаю 1 раз в месяц. Если каждую неделю или каждый день, я вам уже рассказала, что если каждый день, то, естественно, растение, почва у корней, и растение, во-первых, отвыкает трудиться, оно думает, что оно маленький ребенок и будет все время молоко пить каждый день и перестает вообще развивать корневую систему. Второй момент, закисляется почва. Поэтому раз в месяц очень хорошо. Для перцев я еще добавляю дрожжи, у меня есть видео, я сделаю сноску, добавляю именно для перца еще молочко, снова же небольшая доза, и это должно быть 1 раз в месяц, для того, чтобы развивалась корневая система, и плюс полив должен быть вокруг самого растения, не под само растение основное количество питания вот этой подкормки, а чем больше радиус возле растения, тем лучше. Ну вот здесь были все рассадные растения и огурцов, и томатов политые 1 раз.
Теперь они будут только в июне получать вот эту подкормочку под корень. До этого времени они будут, у них есть уже и мука рыбная, мясо костная мука, есть возможность питаться другими органическими питательными веществами, и этого всего достаточно в почве. И поэтому мы поливы проводим, вот благодаря вот этим опытам, которые когда-то у нас была корова, и я получила вот такой результат, и я теперь с вами делюсь тем, что я делала, что я получила, и что я сейчас делаю. Ну что ж, Раиса Греченко и Александр Волик сняли очередной ответ на ваши вопросы. Прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.